На автосалоне в Лос-Анджелесе было представлено шестое поколение Subaru Forester. Кроссовер сохранил узнаваемые черты, стал массивнее, получил модернизированную платформу и сохранил прежнюю технику. Пятый Forester продержался в строю почти 6 лет. Кроссовер шестого поколения не получил серьезной эволюции в дизайне, оставшись предельно традиционным. Он получил крупную решетку радиатора и угловатые колесные арки. Появилась сросшаяся с радиаторной решеткой оптика. Задние фонари объединены между собой черной плашкой и получили сложную начинку. Головная оптика состоит из двух блоков. Вверху ходовые огни и поворотники, а на нижнем стоят фары. В передних крыльях есть решетки, через которые отводится воздух из арок. Версия Sport отличается декором бронзового цвета. В зависимости от исполнения предложены 17, 18 или 19-дюймовые колеса. Модернизированная платформа CGP имеет усиленные крепления и подвески. Также на 10% увеличена жесткость кузова на кручении. При производстве применены новые технологии сварки, а общая длина клеевых соединений увеличена более чем втрое. Рулевой механизм с установленным на рейке электроусилителем перекалиброван. Габариты почти не изменились. Длина выросла всего на 15 мм, 4656 мм, а ширина стала больше на 13 мм, теперь 1829 мм. Высота и колесная база не изменились. Прежним остался и дорожный просвет в 221 мм. Интерьер, как принято, получился консервативным. В салоне сохранились аналоговые приборы, виртуальных нет даже среди опций, обилие физических кнопок и классический селектор трансмиссии. Из современных веяний появился портретный экран медиасистемы Starlink диагональю 11,6 дюйма. Он уже знаком по другим моделям Subaru. Такой дисплей полагается только дорогим версиям, а в базе стоит два раздельных 7-дюймовых экрана. Нижний отвечает за климат-контроль. Появилось беспроводное подключение интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto, а также вентиляция передних кресел и система бесконтактного открытия багажника. Достаточно провести ногой под бампером. Также заявлено об улучшении шумоизоляции салона, и вдобавок кроссоверу достались более комфортные сиденья. Объем багажника увеличился на 20 литров – 838 литров. Со сложенным вторым рядом этот показатель увеличился до 2107 литров, плюс 6 литров. Интересно, что при небольшом увеличении багажника салон Forester стал меньше. Как и все новые модели, Forester получил улучшенную систему EyeSight, у которой вдобавок к имеющимся двум объективам под лобовым стеклом установлен третий по центру. Электроника быстрее распознает пешеходов и велосипедистов. Появились электрический усилитель тормозов и полноценная система кругового обзора. Кроме того, есть система, которая сама включает аварийку, плавно останавливает кроссовер и разблокирует двери, если водитель потерял сознание и не реагирует на предупреждение. В США новый Subaru Forester будет продаваться с прежним атмосферным двигателем объемом 2,5 литра в связке с вариатором Linetronic. Привод, конечно же, полный. Отдачу мотора слегка снизили. Теперь он развивает 183 лошадиные силы вместо прежних 185 сил. При этом крутящий момент наоборот вырос – 241 Нм вместо 239 Нм. Через год в США появится гибридная версия, а старт продаж начнется весной 2024 года. Цены еще не объявлены. Сейчас уходящая модель в США стоит от 27 до 37 тысяч долларов. Друзья, как вам внешность нового Subaru Forester? И как вы считаете, стал ли автомобиль выглядеть лучше? Поделитесь своим мнением в комментариях. А если вы интересуетесь автомобилями, то заглядывайте в наш телеграм-канал, где каждый день выходят актуальные автомобильные новости. Ссылка будет в описании под видео и закрепленном комментарии. Переходите и подписывайтесь, чтобы быть в курсе последних событий автоиндустрии.